Но ветер такой сильный, что бревна, которые притягивают полотно тента к низу, создают натяжение, ветер их раскатывает в разные стороны. И сегодня несколько раз мы просыпались от того, что тент просто лежит на нашей москитной палатке. Это очень неприятно. Продувается со всех сторон, просматривается со всех сторон. И хотелось бы чего-то более надежного. Очень холодно, мы надели на себя почти всю одежду. На мне несколько слоев: футболка, термокофта, обычная флисовая кофта и кофта от энцефалитки. На ногах то же самое. Вживую никого не видели, только следы. Но слышали, что кто-то ходит. Постоянно какие-то шорохи в кустах. Иногда вообще падают деревья, и это сильно нас пугает, потому что звуки новые, неизвестные, непонятные. Когда падает дерево, как будто начинается какая-то война там где-то. Наверное, нам пора построить дом. Более надежный и укрепить стенки, чтобы мы были защищены хотя бы немного от непогоды. Внешние опасности, непогода, стремление к комфорту. Это то, что тысячелетиями заставляло людей строить для себя дома. Жить под тентом можно, и можно это делать месяцами. Но мы устали спать на кочках, устали от дождя и ветра, устали посреди ночи выбегать на поляну, чтобы прогнать излишне любопытных животных. Поэтому решено. Строим дом. 4 стены, печь и кровать. Необходимый минимум для наших потребностей. Строительство начинается с добычи материалов. Мы точно не останемся здесь до зимы, поэтому нет необходимости делать жесткую крышу, которая может выдержать большое количество снега. Но дерева нужно очень много. Собираем любое сухое, даже то, что уже лежит на земле. Для печки нам понадобится большое количество камней. Мы хотим прокопать дымоход под землей, что значительно позволит снизить количество дыма в самом жилище. Работа над домом не отменяет остальных дел. В лесу нужно делать все и сразу. Поэтому после обеда будем чистить фильтр, а заодно расскажем о нашей системе водоснабжения. Наш фильтр засорился, и он больше не фильтрует воду. Точнее, он это делает, но очень медленно, тут просто капает. Поэтому нам нужно его прочистить, чтобы из него текла нормальная струйка. Посмотрим, сколько грязи он собрал за неделю. Наша система водоснабжения устроена таким образом, что сначала мы приносим в этом гермомешке воду с речки. Оттуда при помощи кружки переливаем воду в белый пакет. Отсюда по шлангу она попадает в фильтр, который уже, кстати, почищен и отлично тут бежит у нас водичка. А она попадает в белую канистру, и 5 литров набегает примерно за час. Так, за разными бытовыми делами и мелочами, прошел еще один день. Ночи становятся еще более холодными. Нужно торопиться. Сегодня мы хотим успеть выкопать яму для дымохода, напилить бревна для кровати и закончить работу с деревом для основной конструкции. Казалось бы, что тут делать? Но даже такой небольшой объем, учитывая все внешние обстоятельства и отсутствие опыта, дается нам не так уж и легко.
Для строительства практически всего мы используем принцип треноги. Это одна из самых простых и достаточно устойчивых конструкций. Ну что, кажется, наши треноги получились достаточно прочными. Это уже, у нас их уже две. Осталось между ними положить конек, и можно строить стены. На сегодня все. Завтра продолжим строительство нашего дома. День 12. День 12 заканчивается. День 12. День 13. Мы сегодня проснулись в новом доме. Как твои впечатления от первой ночи в этом месте? Ощущение, что больше пространства. Больше потолок. Ну да. Ну, по моим ощущениям, особо ничего не изменилось, потому что мы как были в границах москитной сетки, которая здесь над нами защищает нас от всяких насекомых, так мы и остались. Иди в река, смотри. Иду, сейчас кофту уберу. Вставай, иди готовь еду. Че разлеглась? И сижу, одеваюсь вообще. Новый день не обещал быть более легким. Пилим, зачищаем, копаем. Копаем, зачищаем, пилим, подготавливаем, подгоняем, ставим. Что столько воды опять? Я добавила немножко жидкости. Так я же тебе на завтрак говорил, что я не хочу есть суп. Я хочу просто кашу. Я чуть больше воды оставила немножко, чтобы у тебя больше по объему получилось. Так зачем я не хочу есть суп? Я хочу есть кашу. Я не хочу рисовый суп, потому что тут кипяченая вода просто. Ну, ничего страшного. Ну, нормально же. Ты больше поешь. Так блин, ты зачем споришь-то со мной? Ты просто делай поменьше воды и все. Ну или давай я сам буду готовить. Лесная бытовуха. Такие маленькие конфликты – это нормально. Они лишь отражают накопившееся напряжение. Это ведь стоило того.
О, у нас тут паук поселился. Ой, живет? Да, такой дом не годится для зимовки, но его можно улучшать. Увеличить толщину стен, законопатить щели мхом, сделать жесткую крышу и вставить более плотную дверь. Наличие печки уже сейчас позволит жить здесь осенью и весной. Если добавить камней в очаг, они будут нагреваться и отдавать тепло ночью. Фактически, любое лесное жилье можно улучшать до бесконечности, а когда появится достаточно опыта, построить новое, не требующее такого количества доработок. Один из основных вопросов заключался в том, а сможет ли современный человек без особой подготовки найти в лесу еду и построить себе хижину, чтобы можно было жить здесь в теплое время года. Ответ – сможет. Из-за количества событий в единицу времени кажется, что мы здесь живем очень давно. Даже на месте нашего пожара уже выросла новая трава. Всюду видны следы приближающейся осени. Второй вопрос относительно свободы не так однозначен. С одной стороны, ты можешь жить здесь так, как захочешь и как сможешь. С другой, внешние обстоятельства, огромное количество бытовых дел и усталость практически не оставляют свободного времени. И любое действие здесь, например, элементарно приготовить чай, это целое приключение. Но разве не этого мы хотели, поселившись на 21 день на чудесной лесной поляне? Вот и все. Приехали. Мы провели в лесу полгода. У тебя борода почти такая же, как у меня. Конечно, в городе все совсем иначе. Тут почти у всего есть кнопка. С одной стороны, это хорошо. С другой, эта кнопка не только освобождает тебя от рутины, но и лишает тех самых приключений, к которым мы стремимся. Мы решили, что эксперименты с поиском более свободной жизни, свободной от ненужных вещей, дел, информации, должны быть продолжены. Притча. Даже если ты родился бякой, не нужно бояться и стоять в стороне. Нужно пробовать, экспериментировать, развиваться. Но и не забывать приглядывать за своей спиной.